Друзья, всем привет, а также подписчикам. Вы на канале Дачный Умелец. Сегодня я хотел бы сделать приспособу для УШМ. Понадобится для этого нам совсем мало. Изначально нам нужна будет пластина. Вот такая вот. Толщиной она у меня где-то 4-5 миллиметров. Вот, и нужно будет от нее отрезать две заготовки по 6 сантиметров. Отмечаем, то есть размечаем, зажимаем в тисках и отрезаем две заготовки. Отрезать не спешим, соблюдаем технику безопасности. Вот, отрезали две заготовки, ну и потом еще одну заготовку нужно будет отрезать длиной 12 сантиметров. Также берем наш угольник, отмечаем 12 сантиметров и делаем всю ту же самую операцию. Зажимаем в тисках и отрезаем нашу детальку. Затем в двух детальках нужно будет по краю сделать в центре отверстие. Вот сделал я в одной, закернил отверстие, ну и в другой заготовке тоже сделал. Вот. Теперь и было у меня вот такое китайское сверло, давно еще заказывал, но не было возможности опробовать. А здесь вроде металл толстый, и хотелось попробовать, как оно поведет себя в работе. Сразу скажу, что сверлить замечательно, идет, даже не чует. Главное добавлять маслица, вот, не пережигать. То есть сверлило замечательно, как видите. Вот. Ну и сейчас попробуем вот эти две заготовки, что просверлили. Их прикрутим с двух сторон. Ну и вот эту большую, что мы отрезали, 12 сантиметров, ее сверху приложим, то есть надо, чтобы она прилегала плотно, и затянем вот эти два болта. Болтов коротких у меня не было, но все, я использовал, взял вот такие гайки, навернул на время, потом я болты обрежу. Вот. Ну и нужно будет приварить. Саму сварку я не стал показывать, так как сварщик из меня тот еще. Вот. Но тем не менее я это все заварил, приварил, как говорится. Ну и сейчас осталось все это зашкурить, то есть довести до блеска, не спеша. Также обязательно очки одевайте, потому что очень много летит всего. Вот. Сейчас зачистим, ну и в дальнейшем, после зачистки, я решил покрасить. Оставался у меня еще с поделки сырная горка, вот такой вот баллончик желтой краски. Вот, решил я его в дело пустить, вот, покрасил эту заготовку. Ну и потом понадобились две гайки, десятки удлиненные. Тоже между собой их зажал в тисках, вот так вот обварил. Ну и затем нужно будет в каждой из гайки просверлить отверстие. Отверстие сверлил десяткой, вот 10-м сверлом. Также добавлял масло. Сразу скажу, что вот я сейчас сверлю, тиски не прикручены к станине. Конечно, делать так не стоит, нужно соблюдать технику безопасности. Если будете сверлить, обязательно зажимайте, потому что в любой момент может сверло закусить или еще что-то. Короче, нужно соблюдать технику безопасности. Ну и затем у меня был вот такой магнит еще от советской колонки, от какой-то, не помню, валялся у меня. Вот, не стал я его разбирать, то есть окончательно выбивать вот эти железки, а просто взял по центру и просверлил отверстие. Отверстие сверлил 8,5 сверлом, вот, так как потом мне нужно будет сделать, то есть нарезать резьбу в этом магните. Вот, есть у меня, то есть метчик, не был держателем. В итоге вот такой вот ситуации вышел. Теперь нужно отрезать шпильку, вот, и один конец нужно будет заточить. Потом покажу, для каких целей. Ну и сейчас начнем потихонечку собирать нашу приспособу. Вот, в принципе, собираю, что нам для этого пригодится. Как видите, гайки, ключи. Вот. Ну и вот здесь, конечно, не обошлось без косячков на этой желтой. Вот, потом объясню, что я там такого сделал неправильно. Ну и собираем потихонечку. Изначально прикручиваем вот эту желтую, то есть заготовочку.
Вот, не спеша подтянули. Как болты, видите, я уже обрезал, короткие сделал. Потом берем короткую шпильку, то есть накручиваем гайки. Сюда на короткую шпильку нам нужно будет накрутить 3 гайки. Так как эта шпилька будет вкручиваться в магнит, вот, то есть, и еще должна она контриться снизу. Вот, то есть вкрутили вы в магнит, и она законтрилась. Вот. После того берем длинную шпильку, на эту шпильку гайку, потом вот эти удлиненные гайки, что просверлены, одеваем. Ну и еще одну гайку наворачиваем, и теперь уже крепим это к болгарке. Только не в первое отверстие, где я первый раз сверлил, показывал, как получилось, а нужно будет просверлить ближе к середине. На каком расстоянии я потом все объясню и покажу. Ну и в принципе вот такая вот, как вы догадались, уже стойка получилась. Сейчас я все расскажу. Вот, что касается вот этой желтой заготовки, что когда я просверлил вот здесь отверстие, нужно было сверлить вот ближе к середине, чтобы центр магнита совпадал с центром болгарки. Вот. Если не будет совпадать вот это все, то есть центр болгарки, то возможно, когда вы будете крутить вот эту болгарку, у вас будет закусывать диск. То есть вот так вот, если все правильно настроено, видите, диск крутится, он не заламливается, ничего, то есть ровно и ровно двигается. Вот, если бы я закрутил в то первое отверстие, то у меня диск бы закусывал. Ну и вот здесь на магните 2 гайки, они дают возможность нам регулировать выше-ниже нашу болгарку. Так как диск стачивается со временем, то следовательно и вот эти гайки нужно подворачивать будет. Ну и также вот это вот острие, я потом немножко расскажу, для чего я его сделал. Вот. Ну, в принципе, сейчас мы попробуем поработать этой заготовкой. Вот. И что у нас получится? Прижмем к железу и запустим нашу заготовочку. Ставим по центру, вот, где нам нужно. Собираем, собирается очень быстро, то есть поставили. Все, можно сказать, наша стойка готова. Ну и осталось сейчас включить и попробовать, как это все работает. Одеваем перчатки, обязательно очки и начинаем потихонечку резать. Не нужно торопиться, то есть сразу стараться отрезать полностью, начинать до глубины резать. Режьте потихоньку, то есть сделали один маленький круг, начинаете второй круг, чтобы чтобы не было такого, что вы сразу решите все до глубины. Как видите, я вот потихоньку режу. Вот в таком вот темпе получается все очень ровно и никуда ничего не уходит. Несколько роликов видел на ютубе, когда люди стараются сразу в глубину резать, и у них получается или закусывает диск, или получается какая-то неровность, потому что диск он стирается, вот, и может чуть уходить или что-то, поэтому нужно, то есть сделали круг, потом еще один круг, и вот таким вот способом вы вырезаете вот это вот отверстие в железе. Сейчас я, как видите, можно сказать, даже на не ускоренной перемотке все это делаю, показываю, но все равно я старался показать весь полностью процесс. Так что не ругайте, что так долго режу этот круг. Просто пытался все медленно показать и как это получилось. Ну и вот, как видите, все вырезалось. Вот. Круг получился очень ровный. Никаких нигде ничего, ни заусенцев нету. Вот таким вот способом можно наделать много различных кругов различного диаметра. То есть вот, еще хотелось бы немножко рассказать вот про болгарку, что со временем диска будет стираться, естественно, и нам нужно будет тоже регулировать высоту вот этой шпильки. То есть диск немного стерся, можно вот эту шпильку тоже укоротить, чтобы было ниже. А с помощью этих гаек мы можем регулировать радиус нашего круга. Также на магните шпилька имеет острие.
Она сделана для того, что если материал будет тот, который не магнитится, мы сделаем, закерним отверстие, вставим эту шпильку и также сделаем круг. Ну, на этом в принципе все. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока, до новых встреч.